Всем большой привет, меня зовут Лада, добро пожаловать на YouTube канал «Любимое дело». В этом видео покажу принцип плетения вот такого треугольного дна, где один из углов равен 90 градусам. У меня уже было видео мастер-класс на канале по плетению треугольного дна, но треугольник там был равносторонний, то есть все углы равны, а здесь попросили сплести именно такую форму треугольника. Буду рада, если вам пригодится. Первое, что я делаю всегда, я это делаю при плетении какой-либо интересной заковыристой формы, это рисую эскиз. Здесь я нарисовала прямой угол, от него буду и отталкиваться. Эскиз я нарисовала на обычном белом листе бумаги фломастером, и этот лист бумаги я буду крепить на вот такую штуку, называемую пенополиэтиленом. Ее очень часто используют в посылках, чтобы ничего не разбилось. Очень похоже на пеноплекс, только как полиэтилен материал. Он довольно толстый у меня, это все продумано для того, чтобы булавка полностью туда погружалась, и с обратной стороны она не вылезала. Беру одну трубочку и складываю ее пополам вот таким образом, как на видео. Эта трубочка будет направляющей, как бы основой для нашего донышка. Далее я начинаю плести с угла, беру дополнительную трубочку, помещаю ее таким образом, как на видео, посередине, то есть один конец у меня смотрит из угла вовне, а другим концом я начинаю оплетать угол основы трубочки. Проплетаю буквально пару рядов, и вот тот конец трубочки, который у меня смотрел из угла вовне, я его заправляю под низ этого оплетаемого уголка, и этот конец трубочки у меня становится дополнительной стойкой посередине. Обратите внимание, что рабочей трубочкой я сделала 2 витка с той и с другой стороны. Это очень важно, и она у меня выходит как бы с моей стороны, ну с правой стороны уголка внизу, но под трубочкой основой. Это тоже очень важно. И сейчас я эту конструкцию закрепляю булавками к вот этой вот основе моей, на которой буду плести. Эскиз, как вы видите, очень хорошо помогает именно контролировать форму, которая получается при плетении. То есть вот эти направляющие, которые мы нарисовали от угла, образующий треугольник, они являются нашим ориентиром. То есть когда мы будем оплетать вот эти боковые стойки, которые являются сторонами треугольника, мы должны как бы укладывать их именно на нарисованные линии, чтобы, конечно, у нас ничего не сместилось и получилась нужная форма. Да, забыла сказать, что по этим линиям уголка я разметила, где у меня будут располагаться трубочки-стойки, для того, чтобы их впоследствии поднять и плести уже стенки. Здесь у меня уже образовалась одна стойка. Я ее закрепила булавкой, чтобы она не шаталась из стороны в сторону, не мешала. И образую вторую стойку, просто подставив трубочку таким образом, как на видео. Здесь один конец этой трубочки у меня образовал стойку, а второй конец превратился в рабочую трубочку, которой я начинаю оплетать конструкцию. Здесь я перепробовала разные варианты, но мне именно этот вариант, где трубочка подставляется под трубочку основу, под боковую трубочку, понравился больше всего. Таким образом, будущие стойки, они как бы поднимаются из-под трубочки основы, и, в общем, это хорошо все смотрится сбоку. Но первый ряд, когда я начинаю оплетать рабочей трубочкой, продолжаю оплетать эту основу, там нарушение идет рисунка, небольшое, но нарушение, как визуально, да, там идет ситец, а потом идет как бы двойной ситец. Это немножечко заметно, но с другой стороны, меня это не особо волнует. Все-таки это не отражается на прочности донышка, которая получается. И мне кажется, что такой вариант тоже имеет место быть. Здесь по ходу плетения вот у нас между стойками расстояние увеличивается, я добавляю еще по одной трубочке к серединной стойке. Здесь я добавила одну и еще потом добавлю, у нас получается посередине аж 3 стойки, тройная стойка. В этом кадре я уже к боковым стойкам добавляю еще по одной стойке. Делаю это для того, что вот эти боковые стойки при таком плетении, они деформируются и очень легко их сузить. Это просто на раз, два, три. Поэтому для того, чтобы их как-то укрепить, как-то зафиксировать, я делаю из них двойные стойки. Можно
и нужно их еще крепить булавками по ходу дела, чтобы прям они не ходили из стороны в сторону и фиксировались в своем месте. Вообще здесь хочу сказать, что лучше не париться и сделать донышко треугольное вот похожей формы из картона или из дерева. Потому что плетение такого донышка занимает достаточно большое время. Здесь даже не прямоугольник, здесь треугольник, и этот треугольник плетется не очень-то и легко. Либо, конечно, если вам нравятся такие вещи плести, то, конечно, плетите. Если вам нужно реально сократить время плетения такого донышка, то лучше взять уже готовое. Здесь в этом кадре показываю, что у нас вот эта серединная тройная стойка делится на 3 части, уже оплетается по одной трубочке. И каждый раз тот же самый принцип. Каждую стойку, которая у нас образуется из рабочей, я отставляю в сторону с правой стороны, как бы угла, а новую я добавляю с левой, причем каждый раз ее подставляю под трубочку основу. И следующий принцип плетения: как только расстояние между трубочками, стойками у нас увеличивается, я их удваиваю или утраиваю, и затем через пару рядов я их разделяю. Ну, например, двойные стойки я разделяю по одной, тройные по 3. Этот самый принцип, он везде у нас, и в плетении круглого дна применяется, и в плетении овального дна применяется, и также и в плетении вот такого треугольного дна его можно применить. Плету дальше. Вот здесь в этом кадре я показываю, что у нас края около боковых стоек немного опущены получились, а серединка чуть выпуклая. На самом деле таких форм треугольников может быть огромное количество. Ну, смотря какая корзинка вам нужна, да, какой формы. Может быть, вам вот эта сторона нужна плоской, и чтобы у вас все стороны выровнялись. Тогда мы выравниваем стороны именно плетением дополнительных витков. Здесь я показываю принцип плетения этих витков. То есть если вам нужно выровнять вот эти боковые стороны с серединкой, то тогда мы плетем рабочей трубочкой и делаем витки дополнительные на этих местах. А если вам нужна выпуклая серединка, то дополнительных витков можно не делать. Вот такой треугольник получился, не стала плести больше, хотела показать лишь принцип плетения такого треугольника. Я очень надеюсь, что он вам понятен. Здесь можно плести треугольник и дальше, в зависимости от какого размера треугольника вам нужно. Да, чем больше, тем больше плетения, чем меньше, тем меньше плетения, соответственно. Здесь мы должны помнить несколько правил. Следим за боковыми стойками, которые у нас образуют прямой угол. Прям следим очень-очень внимательно, потому что здесь сложный момент в плетении, в оплетании этих стоек. И, соответственно, как только у нас расширяется расстояние между стойками посередине, добавляем новые и их также раздваиваем, расстраиваем. На этом все. Я очень надеюсь, что эта видеоидея вам пригодится. Обязательно напишите в комментариях и поставьте свои пальчики мне за старание. Желаю вам легкого плетения, вдохновения. Увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока.